Привет, мои дорогие! Сегодня поделюсь с вами секретным рецептом пышных и вкусных котлет, котлеты без грамма мяса. Качан капусты разрезаю пополам, вырезаю кочерышку, а капусту крупно нарезаю. Как я уже говорила, мы сегодня готовим вкусные и сочные котлеты из обычной капусты. Это тот самый случай, когда капуста вкуснее мяса. И это не плоские оладьи, а именно котлетки. Пышные, толстенькие, золотистые, хрустящие корочкой, вкусные, очень нежные и готовятся быстро и просто. Капуста вкуснее мяса. Подсели всей работой и скинули за месяц 50 килограмм на 6. Конечно, это шутка, друзья. Я надеюсь, вы понимаете мои шутки. Я обожаю юмор. Но в каждой шутке есть и доля правды. Котлеты из капусты – это прекрасное диетическое блюдо, благодаря которому вы будете здоровы и будете чувствовать себя отлично, будете стройной, красивой, привлекательной, чего я вам от всей души желаю, мои дорогие. Перекладываю капусту в кастрюлю и заливаю водой так, чтобы вода полностью покрыла капусту. Ставлю кастрюлю на огонь и варю капусту примерно 8-12 минут с момента закипания. Чем моложе у вас капуста, тем быстрее она сварится. А тем временем беру пару репчатых луковиц и меленько нарезаю. В сковороде разогреваю растительное масло, выкладываю лук, по вкусу добавляю немного соли и перца, и обжариваю лук до светло-золотистого цвета. А тем временем капуста уже полностью сварилась, все готово. Снимаю кастрюлю с огня. Капусту можно откинуть на сито, а можно достать ее из кастрюли при помощи шумовки. Обязательно стараемся отцедить с капусты как можно больше воды, потому что лишняя вода в котлетках нам не нужна. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Капусте нужно дать буквально немножечко остыть, чтобы можно было взять ее в руки и не обжечься. Она еще достаточно горячая, поэтому поставим ее минут на 5-10 в сторону, а тем временем посмотрим, что у нас там с луком. Надеюсь, не подгорел. Красота, лучок отлично поджарился, он уже полностью готов, снимаем его с огня. Капуста уже тоже полностью остыла. Теперь берем горсть капусты в руки и хорошенько-хорошенько отжимаем из нее воду. Вот таким вот образом. В капусте достаточно много воды, поэтому стараемся отжимать ее тщательно, насколько это возможно. А отжатую капусту перекладываем в миску. Посмотрите, вот такая красота получилась. У меня был качан капусты весом около 1 килограмма. Из этого количества у меня получилось ровно 17 больших котлеток. Теперь добавляю к капусте обжаренный лук. Вместе с луком можно еще обжарить одну морковку, тогда цвет получится более яркий, еще более красивый и аппетитный. И котлетки, конечно, получатся вкуснее. Разбиваю 3 куриных яичка. Для надежности, для гарантии, чтобы ваши котлетки были плотненькие и хорошо держали форму, лучше разбейте сначала 2 яйца, а чуть позже, если будете видеть, что по консистенции требуется еще одно яйцо, добавите последнее яйцо, 3. Хорошенько посолим по вкусу, чтобы котлеты были достаточно солеными и не были пресными. И, конечно же, свежемолотый черный перец просто must have.
обязательно добавьте к капусте различные приправы, все, что вы любите. Чем больше приправ, тем интереснее получится вкус, и даже можно придать готовым капустным котлетам вкус мяса. Правда, попробуйте. Я добавляю копченую паприку, итальянские травы. Также можете добавить сюда сушеный чеснок, приправы для мяса, приправы для овощей или для грибов. И каждый раз будет получаться новый, интересный и необычный вкус. Обязательно экспериментируйте с приправами и специями, и у вас получится просто фантастически вкусное блюдо. Добавлю 3 столовых ложки муки, чтобы котлеты хорошо держали форму. Вместо муки вы можете добавить манную крупу. Подойдет и мука, и манка. Выбирайте тот вариант, который вам более доступен и есть у вас дома, чтобы вам не пришлось бежать в магазин. Также я хочу положить в котлеты немного укропа. Можете положить и другую зелень, но укроп с капустой – это просто идеальное сочетание, можно сказать, сладкая парочка. Набираю немного капустной массы и леплю вот такие вот аккуратненькие котлетки. Котлеты можно обвалять в панировочных сухарях, опять же сухари заберут лишнюю жидкость. Любимые мои, а вы знаете, что капуста – это не только дешево и вкусно? Представляете, обычная капуста содержит в себе огромное количество витаминов. Это и витамин А, витамин В, С, а также калий, магний, йод, железо и много других. А еще капуста – это великолепный источник клетчатки, поэтому ешь и худей – это как раз про нее родимую. Поистине, капусту можно назвать лекарством от всех болезней. Так что, мои хорошие, ешьте побольше блюд из капусты, больше двигайтесь, почаще бывайте на свежем воздухе и, конечно, берегите нервы, и вы забудете про всех врачей. Я думаю, таких котлеток можно наготовить побольше и даже попробовать заморозить. Я пока не пробовала замораживать, но если вдруг вы попробуете, обязательно поделитесь в комментариях. Я думаю, что ваш опыт очень пригодится многим хозяйкам. Из 1 килограмма капусты у меня получилось 17 вот таких вот красивых котлеток. Парочку даже не влезла на доску. То есть можно недорого накормить всю семью. В сковороде разогреваю растительное масло и выкладываю котлеты. Я думаю, что можно попробовать запечь их в духовке. Опять же, я пока не пробовала, и если вы вдруг поэкспериментируете и будете готовить их в духовке, тоже прошу вас поделиться вашим опытом в комментариях. Котлеты жарятся очень быстро, потому что все уже готово внутри, нам нужно только обжарить их до красивой золотистой корочки. Далеко не отходим от сковороды, но я пока быстренько приготовлю вкуснейший соус. В миску кладу сметану, вместо сметаны можете взять йогурт. Добавляю укропчика для вкуса и аромата. Соль и перец тоже по вкусу. И добавлю щепотку итальянских трав. Можете добавить любые сушеные травы, любую сушеную зелень. И пикантный вкус придаст сушеный чеснок. Можете добавить зубчик свежего чеснока, но с сушеным получается очень быстро и вкусно. Осталось все перемешать, и прекрасный вкуснейший чесночный соус полностью готов. И котлетки уже готовы с одной стороны. Давайте перевернем. Только посмотрите, какая аппетитная, просто невероятная, хрустящая золотистая корочка. Ням-ням, просто пальчики оближешь, уже не терпится поскорее их попробовать. Друзья, аромат стоит просто потрясающий, очень-очень вкусно, пахнет специями. Котлеты просто улетные. Так что не забудьте поделиться этим прекраснейшим рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Я уверена, что они скажут вам спасибо. Все, котлетки уже полностью готовы, можно звать семью за стол. А пока семья собирается к столу, мы быстренько обжарим вторую партию котлет, выкладываем в горячее масло и обжариваем с двух сторон котлетки до красивой золотистой румяной корочки. Друзья, оцените, пожалуйста, это видео от 1 до 10 баллов. Если вам очень понравилось, поставьте 10 баллов, мне будет очень приятно. Давайте скорее попробуем котлетку, уж очень аппетитно она выглядит.
Котлеты получились такие воздушные, пышные, красивые, румяные. Я чувствую, что этот рецепт станет моим любимым, и я обязательно запишу его в свою кулинарную тетрадку. Обмакну в соус и ам-ням. Какая вкуснятина! Очень-очень вкусно, друзья! Обязательно приготовьте, я вам очень рекомендую этот простой и быстрый рецепт из капусты. Ну а я прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Буду ждать вас в моем новом видео. Пока-пока, любимые мои, и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись.